Всем привет! Перебираю свой хлам, свои старые вещи, ретро-вещи, эксклюзивные вещи, телефоны, планшеты, ноутбуки. Я нашел свой старый ноутбук, который работает на Windows 7. Изначально из магазина он работал на Windows Vista. Также на нем есть наклейка, которая указывает на то, что он работал на Windows Vista из магазина. Но я поставил на него семерку 64-битной версии и вполне недоволен. Я использую этот ноутбук всего лишь, может быть, раз-два раза в год, поскольку иногда я прошиваю какие-то старые устройства, телефоны, планшеты, камеры, которые плохо прошиваются или вовсе не прошиваются на 10-й винде. Поэтому я решил попробовать поэкспериментировать, сможет ли моя старая машинка, которой к тому же 15 лет, запустить современный Android. Я уже протестировал 4, 5, 6, 7 и 8 Android. Сегодня я хочу протестировать 9 Android, как он будет работать на 15-летнем ноутбуке. Итак, давайте перейдем к установке. Итак, для начала нам нужно перейти на сайт, ссылку на который я оставлю в описании, где нужно скачать образ системы, операционной системы Android. Итак, заходим и нажимаем кнопку «Скачать». Как вы видите, здесь представлены операционные системы от 4 Android, а точнее 4.4 до 9. Можете скачать любую операционную систему и протестировать на своем ПК или ноутбуке, нетбуке. Как я уже сказал, я уже скачал все операционные системы и проверил их, кроме 9 версии Android. Давайте установим именно ее. Но для того, чтобы записать образ системы Android, нам необходима программа Rufus. Я думаю, вам не стоит рассказывать о ней подробнее, потому что вы так о ней уже все знаете, поскольку вы включили это видео. Эту программу можно скачать через Google с первой попавшейся ссылки или с официального сайта. Итак, мы вставляем флешку на 16 ГБ, выбираем операционную систему, в данном случае 9. Ничего больше не трогаем здесь и нажимаем кнопку «Старт». Итак, остановимся здесь немножко подробнее. Здесь есть два пункта: запись в режиме образа ISO рекомендуется и запись в режиме DD образ. В первом случае у меня не получилось записать ни на какую флешку, именно конкретно 9 версию Android. 4, 5, 6 и 7 версию у меня получилось записать через первый пункт, который рекомендуется, через образ ISO рекомендуется, получилось, а вот 9 не получилось, как вы видите. Выскакивает какая-то ошибка, которую... Поэтому выбираем второй пункт, запись в режиме DT образ, и нажимаем ОК. Все с вашей флешки сотрется и пойдет запись. Я ускорил видео, чтобы не затягивать процесс. Итак, когда процесс закончится, нажимаем кнопку «Закрыть» и переходим непосредственно к нашему устройству, точнее ноутбуку. Итак, записав образ нашей Android системы на флешку или на карту памяти, как в моем случае, вставляем ее в переходник, либо вставляем саму флешку в наш ноутбук или компьютер. Любое гнездо, лучше гнездо материнской платы. Есть. Итак, это мой ноутбук HP 635, у него 4 гигабайта оперативной памяти, 512 мегабайт видеопамяти, если не ошибаюсь, и двухъядерный процессор AMD. Давайте приступим. Итак, запускаем ноутбук и заходим в boot меню. У каждого-то по-разному, у кого-то F10, F9, F2, Escape, у меня это F9. И выбираем нашу флешку. Итак, мы попадаем в главное меню нашей флешки. И хотел бы сказать пару моментов, что вы можете установить Android на ваш компьютер, на наш лаптоп, ноутбук, нетбук и так далее, без установки на жесткий диск. Просто запустить виртуально ее и проверить, как она у вас работает, работает ли вообще, и протестировать ее, прежде чем ставить на ваш жесткий диск. Но я уже тестировал, у меня все работает, поэтому переходим сразу же к установке. Выбираем третий пункт: установка на жесткий диск. Прошла проверка всех драйверов, запуск драйверов, установка драйверов.
Итак, мы попадаем в раздел для установки операционной системы Android. Минимальное рекомендуемое место для установки этой операционной системы 4 гигабайта, оптимальное 8 гигабайт. Но я себе сделал уже отдельный раздел на 40 гигабайт, чтобы устанавливать можно было программы, любые игры и так далее, и так далее. Вы же можете выбрать 8 гигабайт, можете выбрать немножко больше. Нажимаем далее. Здесь нужно отформатировать, выбрать второй пункт, отформатировать именно в XZ4. Можно NTFS, я пробовал NTFS, FA32 не пробовал. Итак, пускаем. В этом меню нас просят подтвердить, что все будет отформатировано. Пожалуйста, вы можете потерять все свои данные. Нажимаем далее. Итак, здесь важный момент. Нам предлагают, если у вас стоит операционная система какая-либо, XP, 7, 8, 10, 11, не важно, вам предлагают установить такую вещь, как при запуске компьютера у вас будет выбор, какой конкретно запускать операционную систему. То ли это семерка, ваша операционная система Windows, либо это, либо десятка, либо Android. У меня на этом ноутбуке это не пошло. Я пытался это сделать, но у меня выскакивала всегда ошибка. Поэтому я буду пропускать это, но если у вас стоит операционная система Windows, и вы хотите, чтобы у вас было две операционные системы, Windows и Android, пожалуйста, нажмите Yes. Таким образом, вы создадите себе boot-меню, boot-загрузчик, где вы можете выбрать операционную систему при запуске ноутбука или компьютера. Итак, я пропускаю. Нам предлагают создать директорию для дополнительных, типа как папки System32 на вашем жестком диске. Нажимаем далее. И пошла загрузка операционной системы Android. Это займет не какое-то времени, около 1,5 минуты, на моем конкретном случае. Поэтому я, наверное, пропущу это или ускорю. Поставлю на ускоренную загрузку. Итак, загрузка закончена. У нас появилась надпись, что Android-система установилась успешно. Есть два пункта: перезагрузить ноутбук или либо загрузить операционную систему Android сейчас. Я нажимаю сейчас. Итак, нас приветствует стандартное меню установки настройки Android. Выбираем наш язык. Выбираем язык. Китайский я пока не вижу где. Ага, ну будем выбирать русский. Выбираем нашу страну. И начинаем. Здесь вы можете отключить или отключить местоположение. Я отключаю. И отправлять данные, если какие-либо. Мне это абсолютно не нужно, я отключаю это все. Ключ мне не нужен графический пароль. Если вам нужен пароль графический, можете поставить. И есть. Все готово. Можем теперь пользоваться. Итак, теперь мы можем зайти в Play Market и скачать приложения, которые нам необходимы. Перед этим зарегистрироваться, то есть войти в аккаунт, зарегистрироваться или войти в аккаунт. Итак, пока идет обновление Play Market, Google Play, Google сервисов, давайте посмотрим, что у нас за операционная система, чтобы показать, что у нас все работает. Ноутбук HP 635, версия Android 9. Итак, Play Market обновился, давайте что-нибудь поищем, например, YouTube, и нажимаю «Установить». Да, я все-таки решил сменить лаунчер. Этот лаунчер как бы создан более для планшета. Если у вас сенсорный экран, тем более, вам будет очень хорошо. Здесь сразу видно часы, строка поиска, отлично. Я уже установил некоторые приложения, давайте протестируем. Да, кстати, чтобы снять язык, раскладку клавиатуры нужно Ctrl плюс пробел. Первый раз такое встречаю, обычно Ctrl плюс Shift или Shift плюс Alt. Да, опять же, у меня была возможность поставить 4 Android, 5 Android, 6, 7, 8, чтобы показать более современный Android на старом железе. Я не буду пока тестировать все программы, которые я установил. VPN
VPN, аналоги YouTube. Я думаю, это никого не удивит. Все знают и так эти аналоги, которые без рекламы, без Google сервисов. Если все это вам интересно, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Хотели бы вы посмотреть обзор, как эти приложения работают на старом железе, пожалуйста, пишите в комментарии еще раз. Так что как и так, Android работает на этом ноутбуке отлично. Кстати, вот таскбар, как он выглядит. Примерно каждый человек может узнать, с какого конкретно телефона или планшета это было слизано. Так что еще раз, всем спасибо за просмотр, всем хорошего настроения и увидимся в следующем видео. Всем пока.